Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Изучение японского. Поехали! Впервые я попал в Японию случайно. К концу моего последнего курса в университете, где я изучал историю, я понял, что пора определиться, чем мне заниматься в будущем. Случайно в университете я увидел брошюру под названием «Преподавайте английский в Японии». Мне показалось, что это неплохая идея. Я подал заявление, кое-как преодолел собеседование и спустя несколько месяцев оказался в школе в городе Ивакуни, префектура Ямагути. Это были 2 замечательных года, хотя в момент приезда я вряд ли мог сказать хоть слово по-японски. Я взял пару-тройку учебников в самолет, однако, несмотря на все благие намерения, за все 2 года я так и не открыл эти книги. В классе это не представляло серьезной проблемы, так как мне повезло с коллегами, как в Ивакуни, так и в других местах они стали моими посредниками при общении со студентами и оберегали меня от серьезных ошибок и неприятностей. Но когда я покидал школу в конце дня, я оказывался совершенно один. И мне пришлось выучить японский. Проблема состояла в том, что у меня никогда не было каких-то способностей к языкам. Изучение языка больше, чем что-либо другое, требует огромного терпения. А я никогда не был особенно терпеливым. Кроме того, поскольку я был в Азии впервые, здесь было много более интересных занятий, чем пытаться спросить, как пройти в библиотеку, как советовалось в моем учебнике. Ведь я мог заниматься спортом в различных клубах, навещать друзей в других городах, путешествовать по островам. Не говоря уже об исследовании чудес японской еды и напитков. В итоге именно это мне и помогло. Если вы пытаетесь учить язык, погружение в среду будет болезненным, но эффективным способом. Каждый день с 8 утра до 5 вечера меня окружали учителя и студенты, которые говорили по-японски. И очень скоро я понял, что в некоторых ситуациях они используют определенный набор звуков, на который получают определенный ответ. Так, постепенно, подражая моему отцу, который был прекрасным имитатором, я начал использовать те же звуки. Я продолжал молчать в классе, но во время моих занятий баскетболом и дзюдо я немного практиковался и начинал понимать и говорить больше и больше. Однако самое лучшее происходило вечером.
если я хотел заказать еду или напитки, поболтать с людьми у барной стойки, узнать о своем городе, мне нужно было говорить по-японски. И я так и сделал. С маленьким запасом слов и с ужасными ошибками. Хотя после пары кружек пива это уже не имело такого большого значения. Зато, считал я, у меня неплохое произношение. Ну и что я несу бред, размышлял я, попивая саке. Мой бред, по крайней мере, звучит по-японски. Спустя 2 года я покинул Ивакуни, так и не открыв свои учебники. Но я понял, что хочу больше узнать о Японии. И чтобы сделать это, мне нужно улучшить мой японский. Тогда я, наконец, пошел на настоящие курсы японского. Сперва в Токио, потом в Сиэтле. Там обнаружилось, что практически ничего не знаю. Когда я произносил освоенные мной японские фразы, мои преподаватели выпучивали глаза. Хотя комбинации звуков оказались примерно тем, что я и думал, выяснилось, что я часто использовал то, что называется Ямагути-дзёси кабэн, диалект местных школьниц из префектуры Ямагути. Запоминание грамматики и новых слов так и не стало для меня интересным. Говорить получалось немного лучше, однако мне по-прежнему не хватало терпения. Лучше всего у меня получалось учить японский не через учебу, а через практику, с чего я когда-то и начинал. Я просто начал читать рассказы Мураками Харуки и переводил Мураками Ясусека. Потом я принялся за исторические источники, газеты послевоенной Японии. И дело пошло на лад. Хотя я все еще не так уверен, как хотелось бы, когда пытаюсь говорить на формальном японском. Вот где я себя чувствую как рыба в воде, так это в идзакае, японском баре. Думаю, что для этого места мой японский звучит довольно приемлемо. Возможно, я даже говорю что-то осмысленное. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока!